Роскошный банкетный зал «Империал» сиял тысячами огней. Андрей Соколов, успешный 35-летний бизнесмен, нервно поправил галстук, входя в помещение. Свадьба его старого университетского друга Михаила обещала быть грандиозным событием года. Андрей пришел один, хотя изначально планировал быть с женой. Их 3-летняя дочь, Алиса, неожиданно заболела. Температура поднялась до 39 градусов, и Марина осталась дома ухаживать за ребенком. «Надеюсь, малышке уже лучше», — подумал Андрей, чувствуя укол вины за то, что оставил семью в такой момент. Оглядывая зал, Андрей мысленно похвалил себя за выбор подарка — антикварные швейцарские часы, которые сейчас покоились в его внутреннем кармане. Но его самодовольство длилось недолго. Внезапно его взгляд упал на знакомую фигуру у фонтана с шампанским. Сердце пропустило удар, а потом забилось с удвоенной силой. Это была она. Екатерина. Его первая и, казалось, давно забытая любовь. «Не может быть», — промелькнуло в голове Андрея. 10 лет прошло, а она все так же прекрасна. Екатерина, словно почувствовав его взгляд, медленно обернулась. Их глаза встретились, и время словно остановилось. Звуки праздника отошли на второй план, растворились в гуле крови, пульсирующей в висках Андрея. «Катя!» Вырвалось у него, когда он, сам того не замечая, преодолел разделяющее их расстояние. «Андрей!» «Сколько лет, сколько зим!» — ответила она, и в ее голосе смешались удивление, радость и что-то еще, что Андрей не смог распознать. Они стояли, не в силах оторвать друг от друга взгляд, пока реальность свадебного торжества медленно возвращалась, окружая их шумом и весельем гостей. Пока гости веселились, танцуя под звуки живого оркестра, Андрей и Екатерина нашли тихий уголок на открытой террасе. Звездное небо раскинулось над ними, словно декорация к их неожиданной встрече. Воспоминания нахлынули потоком. Их первая встреча на лекции по философии, долгие прогулки по аллеям университетского парка, жаркие споры о будущем и мечты о совместной жизни. «Помнишь, как мы сидели на крыше общежития и обещали друг другу, что всегда будем вместе?» Тихо спросила Катя, теребя в руках бокал с шампанским. Андрей кивнул, чувствуя, как старые чувства, казалось бы, давно похороненные под грузом повседневных забот, вновь оживают в его сердце. «Как же так вышло, Андрей? Почему мы позволили жизни развести нас?» В ее голосе слышалась горечь. Андрей глубоко вздохнул. Он помнил тот день, когда получил предложение о работе в другом городе. Помнил их ссору, свой отъезд и долгие месяцы, когда гордость не позволяла ему сделать первый шаг к примирению. «Мы были молоды и глупы, Катя. Я думал, что строю карьеру, а на самом деле разрушал самое ценное, что у меня было», — ответил он, осторожно беря ее за руку. Екатерина не отстранилась. Наоборот, она крепче жала его пальцы, и Андрей почувствовал, как по телу пробежала электрическая волна. «Боже, что я делаю?» Мелькнуло в голове Андрея. Ведь реальность была сурова, он уже 5 лет как женат на Марине, у них растет 3-летняя дочь. Но момент был слишком сильным, чтобы сопротивляться. Они проговорили до самого рассвета, вспоминая прошлое и осторожно прощупывая почву для возможного будущего. Прошла неделя после свадьбы, но Андрей никак не мог выбросить Катю из головы. Каждый день он просыпался с мыслью о ней, каждую ночь засыпал, представляя ее лицо. Офис Андрея, центр города. Он сидел за своим огромным столом из красного дерева, рассеянно глядя на панораму города за окном. Работа не клеилась. Мысли постоянно возвращались к той ночи на террасе. А что если? Что если попытаться все вернуть? Начать сначала? Эта идея,
поначалу казавшаяся абсурдной, постепенно обретала форму в его голове. В порыве то ли безумия, то ли отчаяния, Андрей решился на немыслимое – создать вторую жизнь. Жизнь, в которой он мог бы быть с Катей, не разрушая при этом свою семью. План был дерзким и опасным. Он снял квартиру на другом конце города, создал новый имейл и даже купил второй телефон. Каждый его день теперь должен был превратиться в сложную шахматную партию лжи и уверток. «Я справлюсь», — убеждал он себя, глядя на свое отражение в зеркале туалетной комнаты. «Я смогу сделать счастливыми обеих». Но глубоко внутри он понимал, насколько шаткой была эта конструкция. Один неверный шаг, одна случайная встреча, и все рухнет, похоронив под обломками не только его, но и двух дорогих ему женщин. Тем не менее, искушение было слишком велико. Андрей начал свою игру, не подозревая, какую цену ему придется заплатить за эту авантюру. Шли месяцы. Андрей все глубже погружался в свою двойную жизнь. Днем он был примерным мужем и отцом, проводя время с Мариной и дочкой, вечерами превращался в страстного возлюбленного Екатерины. Уютная квартира на окраине города – место его тайных встреч с Катей. Андрей нервно проверял время. У него было всего полчаса до делового ужина, о котором он сообщил Марине. «Милый, может, останешься сегодня на ночь?» Промурлыкала Катя, обнимая его сзади. Андрей замер. Как же ему хотелось согласиться. Но... «Прости, котенок, не могу». «Важная встреча рано утром», — солгал он, чувствуя, как внутри все сжимается от отвращения к самому себе. Но однажды случилось неизбежное. Вернувшись домой, Андрей застал Марину с странным выражением лица. «Дорогой, я нашла странный чек в кармане твоего пиджака. Ресторан на другом конце города? Ты же говорил, что обедал с клиентом возле офиса». Сердце Андрея ушло в пятки. Он лихорадочно придумывал оправдание, выдавив из себя историю о сюрпризе, который готовил для нее. А на следующий день Катя заметила обручальное кольцо, которое он забыл снять. «Андрей, что это? Ты женат?» Ее голос дрожал от обиды и гнева. Он снова лгал, рассказывая о недавно умершей бабушке и ее кольце, которое он носит в память о ней. Начались вопросы, подозрения, слежка. Андрей крутился как белка в колесе, изобретая все более нелепые оправдания. Его жизнь превратилась в бесконечный стресс. «Сколько еще я смогу это выдержать?» — думал он, глядя на себя в зеркало и не узнавая человека, которым стал. Ситуация достигла апогея в один судьбоносный день. Офис Андрея, 15 часов 30 минут. Он спешил закончить работу, чтобы успеть на деловую встречу. На самом деле, свидание с Катей, когда его телефон звякнул, оповещая о новом сообщении. Не глядя, Андрей начал печатать ответ. «Не могу дождаться нашей встречи, любимая. Я купил тебе особенный подарок». Отправив сообщение, он с ужасом понял, что отправил его не Кате, а Марине. Телефон взорвался шквалом звонков и сообщений от жены. Андрей, в панике, начал сочинять историю о сюрпризе к их годовщине, которая была через 3 месяца. Но на этом злоключения не закончились. Вечером того же дня он перепутал подарки, вручив Кате коробку с детскими игрушками, предназначенными для дочери, а Марине – роскошное колье, купленное для любовницы. Это метафора. Да, метафора нашей вечной молодости и игривости в отношениях. Выкрутился он перед изумленной Катей. А дома его ждал не менее сложный разговор. «Дорогой, это прекрасно, но... не слишком ли дорого для простой годовщины?» Подозрительно спросила Марина, разглядывая колье. «Для тебя ничего не может быть слишком дорогим, любовь моя».
Выпалил Андрей, мысленно подсчитывая, во сколько ему обойдется это недоразумение. Его жизнь превратилась в настоящий фарс. Он путал имена, даты, события, создавая все более абсурдные ситуации. Каждый день был похож на хождение по минному полю. Парк возле дома, куда Андрей выбежал, чтобы перевести дух. Сидя на скамейке, он пытался собраться с мыслями. «Я больше не могу так жить. Это должно закончиться». Но как? Как выбраться из этого лабиринта лжи, не разрушив жизни всех, кто мне дорог? Он не знал, что судьба уже готовит ему неожиданный поворот событий. Наступил день, которого Андрей боялся больше всего. Он был уверен, что его тайна вот-вот раскроется. Марина становилась все подозрительнее, а Катя настаивала на более серьезных отношениях. Кафе у Ольги, центр города. Андрей сидел за столиком, нервно поглядывая на часы. Он назначил встречу Кате, решив наконец-то во всем признаться и закончить эту безумную игру. Внезапно его сердце едва не остановилось. В кафе вошла Марина. Она направлялась прямо к его столику. «Все кончено», — промелькнуло в голове Андрея. Но случилось непредвиденное. Марина, не заметив его, села за соседний столик. А через минуту в кафе вошла Катя и направилась прямо к Марине. Андрей, не веря своим глазам, наблюдал, как две женщины его жизни, никогда прежде не встречавшиеся, радостно приветствуют друг друга. «Марина, как я рада тебя видеть! Не ожидала встретить тебя здесь», — услышал он голос Кати. «Катюша! Вот так сюрприз! Присаживайся, давно не виделись», — ответила Марина. Андрей сидел, парализованный ужасом и недоумением. Как они знают друг друга? Что происходит? Оказалось, что Марина и Катя познакомились на курсах йоги месяц назад и быстро подружились. Они обнаружили, что у них много общего, включая любовь к искусству, здоровому образу жизни и одному и тому же мужчине. Андрей слушал их разговор, не в силах пошевелиться. Его тщательно выстроенный карточный домик рушился на глазах. «Знаешь, Катя, я так рада, что встретила тебя. У меня такое чувство, что мой муж что-то скрывает. Может, ты поможешь мне разобраться?» Услышал он голос Марины. «Конечно, дорогая. Я сама в похожей ситуации. Может, объединим усилия?» Ответила Катя с улыбкой. В этот момент Андрей понял, его игра окончена. Но вместо ожидаемого скандала он стал свидетелем рождения необычного союза. Марина и Катя, вместо того, чтобы ссориться, решили объединиться и преподать Андрею урок, который он запомнит на всю жизнь. Квартира Андрея и Марины. Вечер. Андрей сидел на диване, чувствуя себя как на допросе. Перед ним стояли Марина и Катя, обе с нечитаемыми выражениями лиц. «Андрей, мы все знаем», — начала Марина. «И мы долго думали, как поступить», — продолжила Катя. Андрей закрыл глаза, ожидая шквала обвинений и гнева. Но вместо этого он услышал нечто совершенно неожиданное. «Мы решили, что все мы достойны второго шанса», — сказала Марина. «И если ты действительно не можешь выбрать между нами, то, возможно, нам стоит попробовать жить втроем», — закончила Катя. Андрей открыл глаза, не веря своим ушам. Это было похоже на сон или какую-то сюрреалистическую комедию. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Андрей метался между паникой и неверием, пытаясь осмыслить происходящее. Он то боялся, что это какая-то изощренная месть, то начинал верить в возможность такого необычного союза. Но на пятый день женщины не выдержали и раскрыли свой план. «Андрей, неужели ты действительно подумал, что мы согласимся на такое?» Смеялась Марина. «Мы хотели показать тебе,
Как нелепо и больно жить во лжи, добавила Катя. Осознание обрушилось на Андрея как тонна кирпичей. Он понял, насколько глупо и эгоистично поступал все это время. Я не знаю, что сказать. Простите меня. Обе. Я был ослеплен своими желаниями и не думал о последствиях, произнес он, чувствуя, как к горлу подступает комок. Но вместо понимания и прощения, которых он так отчаянно желал, Андрей увидел в глазах Марины холодную решимость. «Андрей, я долго думала об этом», — начала Марина, ее голос дрожал от сдерживаемых эмоций. «Я не могу тебя простить. То, что ты сделал, разрушило все». Андрей ощутил, как внутри него все обрушивается. Она продолжала говорить, а он лишь сидел, погружаясь в горечь утраты. «К сожалению, мне нужно двигаться дальше», — добавила Катя, избегая взгляда Андрея. Андрей остался один, ощущая, как его мир рушится вокруг. Он неожиданно осознал, что остался ни с чем, ни с одной, ни с другой. Одиночество заполнило его сердце, и он понял, что никто не желает быть рядом с тем, кто предал доверие. С каждой минутой его грусть становилась все сильнее, и он осознал, какую цену заплатил за свою неосторожность. Это была его расплата за все иллюзии и обман, которые он сам же создал.